Добрый день, друзья! Сегодня небольшое видео об еще одном способе прививки. Прививка почкой в приклад на толстый подвой. Смотрите, какой подвой. Видите, по сравнению с привоем. Часто приходится делать такие прививки. И вот как возникает вопрос, как же привить почку на такой глазок, на такой подвой. Конечно, можно сделать что? Вот смотрите, сделать Т-образный надрез, то есть вот так провести, разрез сделать и так, затем отделить кору и вставить глазок или почку. Но вы знаете, кора на некоторых растениях отделяется очень плохо. Вот, к примеру, вот это вот инжир, кора очень толстая, отделяется она очень плохо. К тому же, хорошо может отделяться кора только во время сокодвижения. А если вы хотите сделать, к примеру, зимнюю прививку, вот сейчас на столе зимой, то есть вот сюда привить, вот в этот, где-то сюда, в этот подвой, и затем укоренить его, этот, скажем, черенок. Или же у вас есть саженец подвоя, вот такой вот толстый, в горшке, в большом контейнере, и вам надо привить почку. Не черенок именно, а почку. Как же это сделать? Вот давайте я вот покажу вам, в чем трудность. Вот, к примеру, это у меня я взял подвой, так сказать, для тренировок. Вот давайте мы сейчас срежем почку подвоя, то есть почку привоя. Вот срезаем вот с такой толщины у меня череночек, и я срезаю почку привоя. Это у меня инжир. Вот так. И надрезаю. Вот такой у меня получился щиток. Вот видите, чтобы он не окислился, я его положу вот сначала вот сюда в водичку. Пусть он в воде у меня плавает. Вот так, в сторонку. И сейчас сделаем надрез на подвое. Раз. Вот так. И вот сюда доводим до конца и чуть поднимаясь вверх, также делаем надрез. То есть вот здесь внизу у нас вроде получился карман. Ну а теперь посмотрите, если мы будем прививать вот эту почку, щиток, то смотрите, какой получается ширины щиток. Чтобы с одной стороны слои совпали. Вот так. Лишнее обрезаем. Вот, слои совпали. С одной стороны вот здесь срастется хорошо подвой и привой. А с этой стороны, смотрите, какое большое расстояние между камбиальными вот этими вот слоями привоя и подвоя. Здесь прививка будет приживаться очень долго и, скажем так, будет не очень красивая, не очень качественная. Поэтому нужно выбрать способ, при котором бы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали с обоих сторон. Не так вот, как с одной стороны только, а с обоих сторон. Как этого добиться? Вот как использую я, какой способ использую я. Сейчас покажу вам. Это способ не очень распространенный. Я не видел, чтобы им пользовались, но я сам его начал использовать, и вот в чем он заключается. Давайте еще раз мы сделаем еще одну, вырежем почку привоя аккуратненько. Вот так. Раз, вот она.
Видите, она не широкая, потому что не широкий, не толстый у меня привой. И ложу его пока в водичку, вот, чтобы не окислился. А на подвое, вот я взял еще больше, еще шире, смотрите, толщина подвоя. На подвое что я делаю? Я сначала разрезаю кору вертикально, то есть вдоль. Вот он, одним разрезом, вот, разрезал вдоль. Затем начинаю так, как обычно, снимать кору. Вот, смотрите. Так. Получилось вот у нас что. Видите, разрезанные полоски коры, разрезанные вдоль. Для чего это я сделал? Теперь, смотрите, вот в эти разрезы я могу вот так теперь отделить одну половину, вторую не трогая. Вторая вот она. И в это место, вот где я отделил, тут вот кармашек, сюда уже вставляю почку, которая будет прививаться. Смотрите, обрезаю вверх. Вставляю почку. И поверьте мне, такая прививка приживется намного быстрее и качественнее, потому что вот эта срезанная часть коры, она родная и очень быстро приживется. Тем самым, смотрите, вот так мы разместили наш щиток, и слева и справа камбиальные слои совпадают. Вот, теперь мы берем пленочку и матываем. И так. Ну вот смотрите, теперь, как вы видите, видно, что нигде мы не имеем пропусков. И такая прививка через месяц очень неплохо срастется. Я, кстати, вам покажу. Дней 10 назад я уже сделал подобную прививку, но я сделал ее не на таком толстом подвое, на обычном, вот примерно вот на таком, но именно вот с разрезом и с двойным вот этим вот язычком, один из которых удалялся. Вот сейчас я вам покажу. Здесь у меня, видите, вот лежат на стратификации черенки, то есть они во влажный мох сфагнум были помещены, укрыты сверху, и в тепле 25-26 градусов, ну это у меня температура такая на шкафу, на кухне. И вот были привиты черенки. Вот здесь вот таким вот видно, что таким способом двойного разреза. Еще, ну короче, когда они вот здесь вот половина, я, видите, вот отметил, что половину я удалил. Тоже, где он тут? Ага, вот. Точно так был разрезан, широкий разрез сделан, половинка удалена, вставлена почка и завязан пленкой. Все, теперь лежит, пусть стратифицируется в тепле и влажности. Я думаю, что дней через 20, это пройдет уже месяц, после того, как я сделал прививку, я вам покажу результат. А пока, друзья, спасибо. Пользуйтесь таким способом. Проверьте, если хотите, проверьте его сначала. Вот у нас почечка, и нигде не видно пропусков. Везде камбиальные слои совпали. Спасибо. До встречи.